Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. К сожалению, князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту? Возможно. Но мы живем в жестоком мире, и не мне его переделывать. Нам всего лишь нужно было проехать. А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро, где людям также задурили голову нелепыми догмами, мол, весь мир мертв и деваться некуда. Для тех, кто поумнее, придумали ложь про то, что война еще идет. А тут электричество — грех. Такая же нелепость. Просыпайся. Вставай. Проснулся уже? Артем, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Ну, давай поваляемся лучше. Да чего князя жалко. Совсем мальчишка ведь. Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать, что говорить. Так хотел вернуться к ней. В шрамах и орденах. Артем, посиди со мной немного. Давай лучше поваляемся. Ну вот и провели время. Давайте что? Радио есть, ё-моё. Книги, не. Не, ну ничего, у них тут вагон идет. Дядя Артем, там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Хотите Давай. посмотреть? Так здорово получилось. Сюда, дядя Артем. Привет, Артем. Видишь, как я тут устроился. Как Ты, брат, короче красавчик. слово. Вот бы мне такой человек. Верстак какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из Да них я и буду так делать как всякое. бомж по Работа помойкам непочатый край. Вот еще не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А Либо то патронов некоторые куда уже ложить, как пару оборванцы ведер с ходят, собой. честное слово. У князя вон, броник, спиной пластину вообще не держит, а он... смеялся еще. О чем-то... Ну, тут теперь работать буду. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, и мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение все гораздо, а чинить так руки не с того места. Это невидимый акрополит. Дядя ТТшник, а? Дядя ТТшник. Что такое, Настена? Дядя ТТшник, а машинка швейная у вас есть? Нету, Настя. А как вы костюмы шить будете? А как все, нитку в иголку и парусным швом. Красавчик. Ух ты! Научите? Научу, только попозже. А вы мне тогда ремень на дяде Сэмовом автомате разрешите починить? Ну, раз так, конечно. Только под наблюдением. Сам знаешь какой. Ух! Ура! Ура! Дядя Сэм не страшный вовсе, а даже добрый. Ладно. Всё, чё-то не давай. хватает. Смотри сюда. Один раз показываю. Видишь, вот так вот. Ага, ясно. Так, ну вроде бы готово.
идем. Так, даже посмотри. Что, тоже покурить вышел? А это дело. Ну, как сказать. Я бросил. Пробирает курево. Пробирает. Забирает. Ну ничего, продышимся. Походно, что-то тогда забил. В общем, правильные вы, Артем, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил? Орел. Боевой пацан был. Земля ему пух. Да. Ну так, я что сказать хотел. Спасибо, в общем. Вы меня как своего приняли. Ну, и я... простой я человек. За мной не заживей. Ну и как оно тебе тут после подвалов ваших, а? Все, продышался. Ну, этого места столько. Оно, конечно, бурьяны да развалины, но... Чем ты глядишь, не найдем бросил? и что получше, а? Я тебя услышал. Давай. Погнали. Че? Книжка. Ну, читай. Так. Здесь Чаго. Так. Гитарист. Заходи, Артем, присаживайся. Ну, братцы. Музыки устроил. Помянем, князь. Артем, тебя полковник в рубке ждет. Да ладно вам его хранить. Это же князь. Помните, как он из библиотеки пришел? Тоже ведь поминали уже. Ну, тогда вообще в этом. Мы уже разлили. Сэм сказал все. Хорошо, кстати, сказал. Красноречиво. Спасибо. Правда, чего уж тут стесняться. Так вот, Сэм сказал, а тут князь встревает. А мне чего не налили? Вот и я говорю, из библиотеки тогда вернулся. А тут подумай, на обратном пути подберем его, без вопросов. Это если доживем. Что ты в самом деле? Я-то пойло. ничего. А помянуть князя надо. Ну, а если живой, Заливай. то это даже примета хорошая. Сэм, ты как? Я потом. Довожу вас. Ладно. Давайте. Ну, не чокаюсь. Крепкая. Да, Кинули пацана. тяжело пошла. Нормально пошла. Кстати, раз уж мы про приметы заговорили, Алёш, может, как рано еще встретим отпевание закажем? Не верил Да. князь в Бога. Это ж больных. Че, чувак, дрифт. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник-дешифратор подключил. Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам начсвязи, майор Иванов. Минутку. Да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа.
Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного. Но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. Минуточку, проверю. К6 Альфа, говорите. Так, Старый, переводи, что они там говорят. В районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Вообще без вопросов. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на Ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. Походу, что-то они там в радио загоняют. Сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят, нас они простят тоже, и все поедут домой. В метро. Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо, из-за радиации следите. Прием. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет же, целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Не нравится ей. Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Прикольно. Ермак, стоп, машина. Что за самокат? А откуда здесь дрезина? Откуда дрезина здесь, друг мой? Мне интересно, вы ее перегнали, что ли? Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню. Как удобно, а? Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник. Отлично.
Поехали. Видишь, как склон скрыла? Интересно, сколько километров? А то у вас еще на 300 на 500 лет. Да и так, в общем, неплохо получилось. Куда едем, блин? Полковник, Ермак по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Отлично. Конец связи. Что-то лагает. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Хрень тут автопат. Все, мы у цели. О, это дрянское место. Честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Что-то ловушка какая-то. Походу. Назовитесь. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Ну вот, нас ждут. Да, ждут. Что-то у меня предчувствие. Отчего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Непонятно, куда комендантская рота смотрит. Да, могли бы прибраться. Ну, посмотрим. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Yes, sir. Послушный зайчик, ты посмотри, а? Не нравится мне это. Дай пройти-то, эй. Вы прикалываетесь? Тихо, стало. Страшно. Это нам тебя страшно туда брать с твоим акцентом. Ну ничего, если что, будешь у нас глухонемой герой. Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя. Это же сам министр. Тьфу на тебя. Ночь не спал. Наглец, пахан. Вот видишь. Он Ничего наглец. Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Позвонить дайте. Мобила. Ладно. Введите код. Face control. Ну, с Богом. Не нравится мне это место, блин. Вообще не нравится. Какой-то КПЗ, блин. Чуваки.
Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Вот старый дебил. Затащил, блин. Наверное, ты палец, придурок. Отставуха жесть. Что происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую Придурок. немедленной встречи Притащил с свою министром дочь туда. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не Ты, нравится. тварь, руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока разрешите откланяться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень до войны еще надо было! Но я сейчас вас урою! Выжечь мразь эту! За то, что костей А теперь покушаем. Да покушаешь ты, бля, братва, О, бля, каша пошла, заварились. Так. Нормуль. Вот это базара ноль. Держи. Полковник, хватит, мне кажется, хватит. Всех к ногтю! Так. Черт с ним! Идет! Не догодили. Аппарат.
Куда едем? Блять, что-то. Вы что, не кончаетесь, что это? Подери. Патронов нету. Дайте чуть-чуть патронов, блин. Где ты, Артем? Что у нас? Гранат. Молодцы. Ну точно как Молодцы, нас Д6. Лифт такой. Без патронов, не молодец. Чем я воевать-то тебе буду? И это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Что это вообще Комплекс такое? большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут, так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склад. 10 патронов, блин. Идиот, со мной в командный центр. Артем, на тебе казармы и медблок. Хорошо. Так. Артем, в темпе. Да в темпе я, блин, я без патронов что буду делать? Друг, блин. Так, книжка какая-то. Дробовик. А где взять дробовик-то? Патроны есть на дробовик, а этого нету. Багануло, что ли? Так. Чуваки, жареного мяса не хотите? Нормально, тут прожаренные вон. Рэмбо. Да.
Придется менять. Ё-моё. Это жесть тут. Так, а как мне в рюкзак попасть? Отлично. Так, тут что? Может, патрончиком заряжу? Взять патрончик. Так. Это мусорка. Что там в мусорке? Так, а тут что? Что за дверь? Так. Это что? Ладно. Ну, хорошо прожаренные эти чуваки получились. Сочные. Свежие. Теплые. Так. Артем, не нашел? Скорее, каждая секунда на счету. Еда! Дурак. Во-во-во-во-во-во-во! Ну что? Не видел сюда. Все надо прошаривать, без патронов никуда. А что у меня с патронами? Ну-ка. Это они отсюда все побегают. Прикольно, ребят. Да, чокнутый пиздец. Нет, ты куда? Погоди.
Пошла! Назад! Сами мрут, что ли? А, тут что? Ну, патронов докинули, это хорошо. Так. Вот оно что. Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Мясо, мясо. О, вот чокнутый ты тут, а? Подожди ты-ка. Вот это изнутри, да? Мясо пришло. Теперь дочь. Внимание всем! Командный центр наш! При потере связи точка сбора здесь! Вперед! Разберись с управлением дверями и лифтами! Заблокируй все верхние проходы! Пусть эти твари побегают!
Прикольно поджарить сроки. Так. Тысяча. Славные ребята. Прям молодцы. Работают на совесть. Взять! Ты что, дурак, что ли? Стой. Полный тактик. Фриков. Анну не нашел. Ясно. Продолжаем поиски. Ты откуда взялся, блин? Он прожарился. Так. Что надо? Колось. Реально достал. Вот он пожрать-то динамитом.
Чел, ты реально достали они меня. Так. Короче, тут дурдом полный. Короче, тут охренеть. Артем, я знала! Сзади! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Да! А ну, Все, не дергайся! только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, не убивайте был его. такой эксперимент. Заткнись! Вот, все. Вот это Артем, ты цел? справедливо, назовем Слава его так. богу. Артём, брат, у тебя телка просто огонь. Идем, доложим полковнику. Да, доложим полковнику. Давай сюда прошаримся тут. Папа, это я. Что это есть? В медблоке Артем меня нашел. Короче, пиздец, по-моему. Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идем. Где это? Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Давай, может, я пройду вперед. А? Тут трындец, короче. Антисанитария. Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силантий этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что... Я в порядке. Кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? Да, больно Милый повелся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие, если еще честь им отдавал. Как черт, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти...
Ладно, ну дальше-то что делать будешь? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило. Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты такая. Именно что обошлось, Сереж. Но ты что, собрала жить вечно? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось, провести вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему привязалась. Ну, это понятно. Интересно, этот ствол у меня останется или нет? Патронов нету? Валяй, брат. Все на борт. Запрыгивай! Убить хотел! Брать, чужой! С этим местом, похоже, окончательный круг. Пора и настоящий правительственный бункер. Короче, жесть. Жесть, жесть, жесть. Охренеть. И я, кретин, поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву? Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может пора уже это сделать?
Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. Если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну Не. что, Артём, поехали искать Погнали. более идеальное место. Труби отъезд. Ставка в пол. Три месяца в пути, 3 месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост.